Всем привет! На этот раз у нас стоят два котла, вокруг которых будем строить котельную. Привезли металлоконструкции, леса, двери, гидроизоляцию. И с нее и начнем. На улице влажно, поэтому перед тем, как наносить праймер, придется хорошенько прогреть плиту. Гидроизоляция спасает от влаги, но наносить на влажный материал ее нельзя. Пока грел плиту, пошел мелкий дождь. Пришлось спасаться тем, что есть. В общем, в этот раз первый слой гидроизоляции нам дался непросто. Пришлось бороться с природой. Мы сушили, она мочила. В общем, ловили моменты, когда было возможно, сушили и клеили гидроизоляцию. Размер у нас небольшой. Котельная 4 на 6 метра. Каркас собираем как обычно. Нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. Из отличий здесь труба 100 на 100. Обычно мы используем 80-ку. И толщина металла здесь 4 миллиметра. Обычно мы используем тройку. Тут заказчик выбрал такой металл. Как говорится, хозяин барин. Фермы труба 60 на 60. 3 миллиметра толщина. Всего у нас тут будет 3 фермы. Высота в нижней части 2,40 по 2 панели. Верхние 3 метра. Монтируем прогоны. Труба 60 на 60 тоже. Собираем каркас под окна, двери. Здесь будет у нас 2 окна. Они такие достаточно большие. Поэтому варим под них каркас. Каркас собрали, паяем второй слой гидроизоляции. На этот раз погода сухая, поэтому попроще все и побыстрее получится. Да, и второй слой делается легче, чем первый, потому что катается на технониколь уже. На бетон приклеить посложнее получается. Итак, гидроизоляция у нас готова, второй слой. Сварка закончена, каркас весь обварили. Следующий этап, зачищаем все сварные швы. Есть у нас для этого дела вот такая супер щетка ручная. Обязательно сбиваем шлак и зачищаем. Очень много раз видел, где оставляют шлак. Это неправильно. Ну или, если хотите, вредно. Шлак со временем сам отвалится и останется сварочный шов не покрашен. Мы все зачистили, покрасили, проклеили ленту. И к нам подвезли панели, сейчас будем монтировать. Панели у нас вата, толщина 100 миллиметров. Поэтому монтировать будем манипулятором. Для ручного монтажа они тяжеловаты. Подрезку с левой стены устанавливаем вниз на правую стену. Тем самым экономим панели. А вот с верхней части обрезок уже пристроить некуда. Поэтому останется. Первый день кровлю не успели смонтировать, поэтому панели, торцы панелей закрыли пленкой на ночь. Все-таки вата. Пока ждали манипулятор, на следующий день повырезали проемы окон, для дверей. Вот так выглядит наша котельная изнутри. Котлы стоят, мешаются, конечно, но потом их сюда сложно затащить. По кровле рассчитали, чтобы панель в конце не пришла слишком маленькая. Вот, подрезка получилась примерно по 70 сантиметров. И первую подрезку решили закинуть вручную, а потом уже подъехал и манипулятор. Панелей тут немного, закидали быстро. И в конце вот панель вышла тоже 70 сантиметров примерно подрезка, такая же, как и в начале. Вылеты по кровле у нас по 20 сантиметров везде, со всех сторон. С панелями закончили, дверь установили. Монтируем фасонку. Нижнюю юбку прикрутили. И будем стыковать уже углы. И поверху по кровле закрываем. Все одного цвета здесь, все серенькое. Только окна белые будут. Окна здесь вот такие большие. Но здесь не стеклопакет, а получается одно стекло по пожарной безопасности. Поэтому они очень легкие. И монтировал их прямо сразу со стеклом, не снимая стекла.
Когда монтируем стеклопакет, сначала снимаем стекло, потому что оно очень тяжелое, потом вставляем. А здесь сразу. Дальше расскажу немного о кровельной фасонке. Боковую часть кровли закрываем фасонкой таким образом, чтобы она заходила на зуб. Иначе под фасонку будет затекать вода. Можно верхнюю часть замерить по факту. Мы делаем ее всегда одинаково по максимальному расстоянию между зубов. Иначе на каждый объект замерять будет слишком долго, накладно. Дверь установлена. Обходим изнутри тоже фасоночкой. В нижней части трубы поставили заглушки пластиковые. На двери фасонка серая под цвет двери. На окнах снутри белая. Снаружи тоже серая все будет. Окна с металлическим каркасом, поэтому фасонка вот такая широкая. Даже можно сказать откосы. И подоконнички небольшие. Но все это из металла, как обычная фасонка. Нижняя планка плотно лежит на трубе, поэтому получается достаточно жесткий, надежный подоконник. Можно что-нибудь на него складывать. Снаружи тоже обходим все фасоночкой. Стали теперь использовать вот такую квадратную фасонку. Под прямыми углами все загнуто. Красиво она получается, но если загнули на производстве ее некачественно, то ее состыковать практически невозможно. Еще у нас тут необычная вентиляция, не так, как мы делаем на гаражах. Большой такой квадрат вырезаем и вставляем решетку. Все-таки котельная, здесь будет жарко. Вентиляция нужна побольше. Снаружи вот такая беленькая решетка. А второе окно у нас вот здесь в забор смотрит. Обошли его тоже фасонкой. Ну, вот такая у нас получилась котельная. Вот здесь еще маленькая плита. Здесь будет установлена мачта металлическая. И на нее будут трубы выводиться. Вот так у нас состыкован угол. Сверху, снизу. Вот такую котельную мы построили в городе. Обычно мы работаем по области, а тут прямо у Московского проспекта построили. Не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Может быть, что-то хотите, о чем еще бы я рассказал. Ну, а я, в свою очередь, продолжу снимать ролики и рассказывать, что мы строим. Будет не только сэндвич-панели. До новых встреч!